Хотел в самом начале сделать какой-то нереальный рассказ о наборе в команду, но потом подумал, что это будет лишним. Короче, этим видео я прощаюсь с соло КСом и хочу попробовать себя в команде. Я знаю, что меня смотрит достаточно много задротов Фейсета, поэтому если у кого-то из вас есть желание помочь мне в развитии новой рубрики на этом канале, переходите по ссылке в описании, заполняйте анкету, отправляйте ее мне в личку в ВК, ну а дальше как пойдет. Ну а теперь к сути ролика. Я обещал сделать очень значимый лично для себя эксперимент и вместе с ним поставить точку на рубрике Road to FPLC. Суть эксперимента заключалась в тотальном соблюдении идеального распорядка дня, тяжелых тренировках в КС и максимальном числе каток на Фейсете. Как все это происходило? Я просыпался и сразу шел на пробежку. Никаких тяжелых тренировок и изнемождения организма, просто пробежка, ОФП упражнения и так далее. Такс. Время у нас 6:58. Самое то, чтобы начать пробежечку. Далее завтрак и 2 часа на просмотр демок. Я смотрел демки про игроков, в основном девайса, не знаю почему, но в последнее время пытаюсь равняться на него. Иногда это были демки случайных игроков из топ-100 мастер-лиги. Ведь одно дело смотреть демки про игрока, который играет с командой, и совершенно другое смотреть за игрой рандомного задрота с Фейсета, который играет против точно таких же игроков, как и ты. Ну и разумеется, я обязательно смотрел свои собственные демки, выискивая ошибки. После чего делал часовую разминку в КС, все как у всех, кружочки, демы, боты и так далее. Ну а далее как можно больше играл Фейсет. Я играл 3 игры, вставал со стула и делал разминку, чтобы не засиживаться. После чего снова Фейсет. В конце игрового дня у меня была тренировка в КС. Карты с префайерами, ДМы и так далее. А после тренировки сразу спать. Примерно так выглядели 2 недели. Самым сложным было соблюдение режима, а именно вставать по будильнику и ложиться не как обычно в 2-3 ночи, а ближе к полуночи. Благодаря нормальному сну, физической нагрузке и правильному питанию, чисто физически я чувствовал себя просто великолепно, что нельзя сказать о игре в КС. Да-да, все было очень плохо. Что меня очень удивило, но ближе к концу вы все поймете и думаю вопросов не возникнет. Мое максимальное эло составило 2919, это мой личный рекорд, и в тот момент я реально думал, что это все благодаря тренировкам. В какой-то момент я даже шел на 3-м месте в мастер-лиге. Вот только потом все пошло по пизде. Если в течение первых нескольких дней мой КД составлял примерно 1,3, то к концу челленджа эта цифра упала ровно до единицы. Среднее количество киллов за игру с 0,78 упало до 0,62, а винрейт с 73% упал до 50%. Почему так? Все просто. Постоянные стаки в командах противников, как следствие поражения в одну калитку с малым количеством раундов, ну и тупо невозможность набить приличную статистику. 3 челика, 3600 эла, 3500 эла, 3200, грубо говоря, эла, 3 в пати, из-за меня дает 3 в пати, в то же время у которого 7 левел, у которого едва-едва 10 и у которого 9. 5000 матчей, 70% винрейта. Его невозможно выиграть, это просто нереально. В принципе, я поаплодирую этой системе подбора, она просто великолепна. Это фантастика, спасибо нахуй, Фейсет. И знаете, я уже столько раз застрял внимание на всех этих проблемах, но чего я хочу? По сути, это только мои проблемы. При соло-игре все друг друга байтят и играют только на себя, а моя манера игры такова, что я как идиот надеюсь на рандомного буржуя, который разменяет меня, если я выйду первым. Нет, ну ты посмотри на эту хуйню. Проверяй, смотри, он сейчас проебет свою респу. Да, ебать. Байтер ебаный нахуй. Что происходит? Форест. Я с бомбой, идя последним, выпрыгиваю первым! Сука! Ну что еще нужно для того, чтобы, сука, выиграть? Что тут можно сделать, играя в соло? Ничего. Именно по этим причинам я не хочу продолжать мучить себя в попытках добиться чего-либо в соло. Это просто глупо и напрочь отбивает желание играть в КС. В нескольких играх я ставил себе задачу тупо настрелять как можно больше фрагов в катке. Я байтил тиммейтов как последняя сука. Естественно, они жестко хуесосили меня за это. Мы проигрывали игру, но зато я тешил свое самолюбие хорошей статой. Я бы мог делать так постоянно и пытаться показаться мега сильным игроком. На какой в этом смысл играть на показуху? Не знаю, как вам, но мне больше удовольствия доставляют победы и общение в команде, нежели байты срачи в чате. За последнее время я полностью убедился в том, что в соло попасть в топ-100 по итогам месяца банально невозможно, без стабильного стака, либо же невероятной удачи. Набивай ты хоть по 50 фрагов каждую игру, у тебя все равно ничего не получится. Go play alone again. Go. Lose this game. GG fast. Go lose this game fast. Guys, please don't be toxic, okay? Боже, блядь, да сколько можно-то? Как меня все это заебало уже, блядь? Каждая ебаная игра одно и то же, сука. Беру тиммейта, он рейджит, ебать. Играю с буржуями, они рейджат, блядь. Играю с СНГ типами, они рейджат. Сколько можно, нахуй?
Даю дропы, накидываю флешки, это все похуй, они не замечают этого. И знаешь, я не особо хочу с этим мириться, поэтому следующая часть видео это прямое обращение к Фейсету с просьбой изменить устоявшиеся правила прохода ФПЛЦ Дивизион. У этого видео есть субтитры, поэтому буржуи все поймут. Ну и разумеется, я хочу попросить вашей помощи. Если ты играешь в Faceit или только задумываешься о том, чтобы попробовать себя на этой платформе, то помоги мне в распространении этой информации. Если ты заинтересован, слушай, делай выводы и действуй. По ходу написания этого текста Faceit выпустил пару обновлений, в которых говорится о том, что платформа предпринимает шаги к избавлению игр от токсиков. Я не совсем понимаю смысла делать бота, который будет препятствовать срачу между игроками в чате, когда зачастую команда противников просто мутится. А весь трэш царит в voice-чате, с которым не справится ни один бот. Ну, обнова с выбором карты еще куда не шла, за это спасибо. Вот только по моему мнению, самой основной причиной плохого опыта игры на платформе является отсутствие соло-ладдера, доступного всем игрокам. Но вы сами посмотрите, 80% игроков, которые по итогу месяца занимают места в топ-100 мастер-лиги, попадают туда, играя в стаки из 3 игроков. Вот только квалификации в ФПЛЦ почему-то играются исключительно в соло. Игроки, играющие в стаки, выигрывают примерно 60-65% игр. Для попадания в топ-100 им требуется всего 100-120 игр в месяц. Это 3-4 катки в день, что является вполне нормальной цифрой. А вот только игроки, которые играют в одиночку и имеют в лучшем случае 50-52% винрейта, попадают в топ-100, отыграв минимум 200-250 игр. А это уже 7-8 каток в день. Да и то не факт, что 250 игр тебе хватит при винрейте 50%. А играть на протяжении целого месяца 10-12 игр в день и тратить на это более 12 часов в сутки мало кто сможет. Сейчас почти все игроки используют расширение Faceit Enhancer и видят, что они играют фулл рандомами против стака из 3 человек, у которых средняя эло по 3000, а у всей твоей команды максимум по 2500. Естественно, эта игра получается на плюс 45 эло, на бумаге все выглядит красиво, выиграй игру и получи столько же эло, сколько ты получил бы за 2 катки. Вот только на практике выиграть игру на плюс 40 ты сможешь лишь один раз из 15, да и то, если сильно повезет. Поэтому, если у вас в катке хоть чуть-чуть что-то не получается, люди сразу опускают руки и просто сливают игру, чтобы побыстрее начать новую. У людей тупо нет мотивации, когда они понимают, что скорее всего проиграют. Эта проблема решается добавлением хаба, в котором все игроки будут играть исключительно одни. Да, я знаю, что для этого есть отдельные хабы, вот только они платные, и их онлайн значительно ниже, и как следствие конкуренция в разы более высокая. Да и админы этих хабов борются с неадекватным поведением лишь на словах. Я сыграл в таком хабе 2 игры, и когда после пистолетки я слышу такое... Нет, что сложно помочь Сити убить, блять, а не стоять на этом фаербоксе, ебать. Кто это сейчас говорит? Маньяк. Нахуй мут улетел. То желание играть лично у меня отпадает, а уж тем более тратить на это деньги. Ведь я и так потратил их на премиум. Поэтому давайте вернемся к премке. Если же я попадаю в команду, где вместе со мной попадаются 3 премейда, то это практически всегда заканчивается тем, что этот мини-стак общается у себя в тимспике, а ты тупо разговариваешь сам с собой. Ты не понимаешь, что тебе делать, так как с тобой не делятся идеями на раунд и банально не дают информацию. Проиграв такую игру, вне зависимости от того, как ты себя ведешь, эти игроки кидают на тебя репорт, твой FBI уменьшается, да еще и прилетает табличка, что ты проявляешь неспортивное поведение. Я уверен, что соло-хаб просто вынудит людей общаться для достижения победы в игре. Если в команде будет токсик, то никто не будет его выгораживать. Его просто будут мутить и после игры кидать обоснованный репорт. Также соло-хаб абсолютно точно сделает каждую игру максимально равной по эло. Это уберет такой элемент игры, как бустерство. Когда, например, 2 игрока с 3000 эло намеренно берут к себе 7 или 8 уровень и попадаются против более слабых соперников. Я уверен, что любой игрок, который сможет в одиночку попасть в топ-100 мастер-лиги по итогу месяца, практически всегда будет сильнее тех, кто попадает туда сейчас благодаря своим тиммейтам. Нет, ну вы представьте, что я буду играть с Симплом и Ника в стаке. Они будут набивать по 40 фрагов, а я с десяткой ВГ буду играть квалификации в такой сильный хаб, как ФПЛЦ. Ну это же бред, так ведь? Я не призываю Faceit запретить людям играть с друзьями. Нет, если ты хочешь играть вместе с друзьями, пожалуйста, играй. Но будь готов к тому, что тебе будут противостоять точно такие же полустаки. Но я очень прошу администрацию платформы услышать мой посыл и просто сделать более благоприятную атмосферу для тех, кто хочет развиваться в игре благодаря собственному скиллу. Причем это не только мое мнение. Я знаю, многие игроки на 10 уровне не воспринимают меня всерьез. Именно поэтому я попросил поделиться своими мыслями 2 верифицированных самим Faceit игроков, Импалу и Кураша. Я не думаю, что их мнение основано лишь на в кавычках нытье бущенного ютубера. Привет, да сейчас вообще на Фейсте, по сути, нет никакой ранговой системы. Есть только ФПЛЦ и ФПЛ. Это вот 2 лиги, которые хоть как-то отражают скилл игрока. Вот. А чтобы возводить нормальную ранговую систему, нужно полностью обнулить всем эло и сделать соло-поиск. Насколько ты помнишь, недавно была такая тема, что минимальное количество эло, которое ты мог получить за катку, это 10, да? И просто люди объединялись в пачки из 5 и абузили поинты. Это ненормально, я считаю, поэтому если вот Faceit сделают эти 2 вещи, то они уже будут огромными молодцами, так как рейтинг будет
хоть как-то объективен, да. Вот, потом я считаю, что нужно сделать возможность добавления игроков в blacklist. То есть, если ты попал с каким-то неадекватом, ты просто ему кидаешь определенный список, да, blacklist, и он больше тебе, допустим, не попадается за тебя в катку, именно за тебя. Против тебя пусть играет, да, за тебя он не попадется в катку, и ты доволен, и ему нормально. Вот. Система кармы, как на ИСе, тоже имеет место быть, так как фейсетовский вариант вот этот с ФБИ, он вообще никак не работает. Сегодняшняя ситуация Мастер-лиги на Фейсете выглядит следующим образом. Если ты не играешь в пати втроем, то твой шанс попасть в топ-100 близок к нулю. Просто невозможно, играя постоянно в соло, обыгрывать стаки 3+2, и, как правило, такие игры еще и на плюс 40 элы. То есть твои соперники заведомо сильнее тебя, и шанс на победу крайне мал. Ты просто теряешь свое время в таких играх. Система репортов на Фейсете абсолютно не работает. Если человек явно троллит, оскорбляет и сливает игру, то твой дизлайк после игры его не забанит, а писать большой топик на форуме сложно и долго. Почему нельзя просто сделать черный список, чтобы подобные игроки не могли попасться с тобой в команде? Что же можно сделать? Мне кажется, что формат квалификации в ФБЛЦ очень хорош. Ты можешь запускать поиск только соло. Выбираются 2 капитана, которые находятся выше других в топе Мастер-лиги, которые уже в свою очередь пикают себе игроков. Это минимализирует шанс игры с отбитым токсиком. Это минимализирует заведомо неравные команды. Это поставит всех игроков в равные условия. Все, что вы слышали, это не хейт Фейсета, это попытка сделать платформу лучше. Если после их высказываний вы решите поддержать наш небольшой манифест к Фейсету, то распространяйте хэштег FacetFixit в официальном твиттер-аккаунте Фейсета, поднимайте в топ заранее заготовленный мной пост на Reddit, ссылка на него будет в описании, и также распространяйте его в группе Фейсета в ВК. Давайте вместе попробуем сделать платформу лучше. Но каков же итог эксперимента? Я тратил огромные усилия для улучшения индивидуального уровня игры. Вот только я не делал поправку на то, что играю в командную игру по сути в одиночку. Будь ты хоть трижды симплом, у тебя не получится пробиться в киберспорт исключительно за счет своего скилла. За все то время, когда я играл премку, я успел поиграть против множества индивидуально сильных игроков. Изредка, когда я играл не один, а со своими друзьями, то мы умудрялись выигрывать даже тех, кто играл на мажорах. И мне кажется, что мой уровень игры дошел до той отметки, когда пора двигаться дальше. Мне хочется попробовать себя в командном КСе, поэтому напоминаю про набор в команду. По сути, каждое мое видео из рубрики Road to FPLC основывалось на том, что мне постоянно не везло с тиммейтами, будь то байтеры, орущие ебантяи или постоянные стаки в противоположной команде. Какой мне смысл каждый раз мусолить одну и ту же тему? Думаю, пора заканчивать с этим и переходить на другой уровень. Если когда-нибудь Faceit переработает систему проходов FPLC до предложенных нами форматов, то я безусловно попробую этот путь снова. Ну а до тех пор играть в соло я буду исключительно на стримах ради Твича и других рубрик на этом канале. Поэтому мой вам совет: собирайте стаки, миксы, ищите друзей в игре и играйте вместе, чтобы банально не тратить время и не разочаровываться в кейсе, как это делал я. Удачи вам и увидимся в следующих роликах, которые, я обещаю, будут еще более интересными. И всем пока.